Переговоры ведут в сторону войны, Европа может оказаться в эпицентре. Аналитики увидели коварную деталь в мирном плане, которая приблизит дату столкновения РФ и НАТО. США называют цену операции и готовятся к суду. Венесуэла считает погибших, и новые власти делают первое заявление. Провал российской пропаганды, почему Путин молчит о свержении коллеги и кто в России ответит за унижение диктатора. Опасное море. Хитрый план сорвал жесткий абордаж на Балтике. Что произошло в открытом море, а чего наоборот удалось избежать? Новая тактика оккупантов может привести к захвату крупного города, но огромной ценой. Решатся ли в Генштабе на отчаянный шаг? Об этих и других самых главных событиях вечера воскресенья 4 января. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Европе снова продают красивую идею, перемирия уже рядом. Но аналитики предупреждают, если Украине навязать прекращение огня сейчас, это может не остановить войну, а приблизить следующую, уже гораздо большую на всем континенте. Потому что Кремль пытается дипломатией добрать то, чего не смог добиться за годы боев. И каждый новый раунд мирных инициатив постепенно раздвигает границы допустимого и для Киева, и для Европы. Война не будет решена на передовой и, вероятно, не в Украине. Россия продолжает расширять границы того, что Украина и Европа вынуждены принять, как на фронте, так и за столом переговоров. The Independent пишет, что в 2025 году Дональд Трамп трижды пытался склонить Украину к условиям Москвы под видом прекращения огня. И каждый раз худший сценарий сдерживали срочные европейские вмешательства. Но позиции Кремля все равно укреплялись. Символ этой логики – план из 28 пунктов, который вместо жесткого отказа приняли как базу для переговоров. И даже тема ограничения украинской армии начала звучать как обсуждаемая. На этом фоне Китай, Иран и КНДР поддерживают Москву ровно настолько, чтобы изматывать Запад, а Европа не готова к миру, где США может еще сильнее сократить роль в обороне. Главный вывод авторов статьи – жесткие прекращения огня без реальных гарантий и изменения баланса сил даст России паузу на перегруппировку и создаст опасную иллюзию безопасности для Европы. Самое неожиданное заявление – новые правила игры. Президент не просто допускает присутствие иностранных войск в Украине, он называет это обязательным условием. Гарантии безопасности по версии Киева не могут остаться на бумаге. Зеленский прямо привязал их к самому спорному пункту – физическому присутствию иностранных военных на украинской территории. На брифинге в Киеве после встречи с советниками западных лидеров президент заявил, что окончательного текста соглашения о гарантиях безопасности, которое должно войти в мирный пакет, пока нет. Из-за этого не согласованные ключевые детали, включая параметры военного присутствия партнеров, но Зеленский считает этот элемент обязательным. Киев обозначает минимум. Главными в коалиции он назвал Великобританию и Францию и подчеркнул, что их военное присутствие должно быть обязательно. Вместе с тем, все это может и не понадобиться, если один президент решит повторить венесуэльскую историю на другом материке. Про Венесуелу? Як тут відреагувати? Що я можу сказати? Якщо можна, так, з диктаторами, ось так, то Сполучені Штати Америки знають, що їм робити далі. Ранее также сообщалось, что в Германии звучат заявления в поддержку участия Бундесвера в потенциальной миссии в Украине, а в конце декабря Зеленский рассказывал об обсуждении с США развертывания войск как возможной гарантии безопасности. В Вашингтоне больше не смотрят вверх с опаской. Там сняли запрет, который вводят не из-за заботы о комфорте пассажиров. Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что для американских авиакомпаний снова открыто воздушное пространство Карибского бассейна, а все временные ограничения отменены. Первоначальные ограничения на воздушное пространство Карибского бассейна истекают в 00 по восточному времени, и полеты возобновляются. Теперь, по словам Даффи, ситуация стабилизировалась, поэтому полеты можно возобновлять в обычном режиме. Формулировка сухая, но смысл прозрачный. Тот период, когда в небе ожидали неприятностей, Вашингтон считает пройденным. Почти одновременно CNN показывает кадры с задержанным Николасом Мадуро и уточняет, что дальше он будет находиться в тюрьме в Бруклине. А по информации издания Axios, он находится в том же изоляторе, что и Шон Комбс, Пи Диди и соучастники в деле Джеффри Эпштейна. Такой звездный изолятор получился.
получается. По информации телеканала CNN, на следующей неделе венесуэльского лидера ждут в федеральном суде Манхэттена по обвинениям в торговле наркотиками и оружием. Правда, похоже, сломать мадуровскую вертикаль в стране не удалось. Конституционная палата Верховного суда Венесуэлы решила, что вице-президент Делси Родригес будет исполнять обязанности президента страны. А та не сильно похожа на представителя оппозиции, и точно не видно в ней добровольной передачи власти. К тому же призывы к народу Венесуэлы брать власть в свои руки от Трампа, похоже, никого не зацепили. Ну и тут не все просто. Еще накануне Reuters писали со ссылкой на 4 своих источника, что Делси Родригес находится в России. Опровержения поступали, правда, именно от России, поэтому смотрим, помним, следим. К слову, российские пропагандисты очень хвастались участием Москвы в урегулировании спора между Трампом и Мадуро, так хвалились, что сейчас это видео стараются никому не показывать. Ну, давайте скажем так обтекаемо. Если бы не Россия, сейчас Венесуэла бы пылала. Вот я это совершенно ответственно заявляю. Мы много сделали для того, чтобы в Венесуэле мир сохранился. И чтобы сегодня Трамп позвонил и так, знаете, задушевно, по-братски поговорил с Мадуро. А почему? А потому что он понял, что играть с нами сейчас уже просто невозможно. Вот так вот. Не сильно получилось, выходит. Венесуэла таки пылала. Цена ночной операции, о которой в Вашингтоне говорят как о точечной, оказалась совсем не точечной. В Каракасе считают погибших, и цифра уже выглядит как политический приговор. По данным New York Times, высокопоставленный представитель венесуэльских властей на условиях анонимности заявила как минимум 40 погибших. Среди жертв, по его словам, есть и военные, и гражданские. На американской стороне тон другой. Дональд Трамп в эфире Fox News заявляет, что потерь у военных США не было, хотя допустил, что кто-то мог быть ранен. Позже генерал Дэн Кейн добавил детали. Американские вертолеты, участвовавшие в операции по захвату венесуэльского диктатора Николаса Мадуро и его жены, попали под обстрел, но смогли вернуться на базы. Операция США против Венесуэлы началась в ночь на 3 января и, судя по всему, проводилась без одобрения Конгресса. А вот сами венесуэльцы, которых фактически выгнал режим, празднуют его полусвержение по всему миру. У них появилась надежда, а это дорогого стоит. Каракас еще не остыла, вокруг Венесуэлы уже начинается дипломатическая драка. Глава Кубы заявил, что кубинцы готовы, цитирую, «отдать за Венесуэлу собственную кровь, если потребуется». Одновременно Марко Рубио, госсекретарь США, ударил по Гаване словами про некомпетентных и дряхлых стариков, которые, по его версии, управляют Кубой. Долой империалистический, геноцидный, аморальный и фашистский империализм. Этот акт государственного терроризма, который только что произошел в Венесуэле, вопиющее и скандальное попрание норм международного права, военная агрессия против мирной страны, которая ничем не угрожает Соединенным Штатам, и похищение законного президента. Темным объектом имперского вожделения является венесуэльская нефть. Это земли и природные ресурсы Венесуэлы. Нет, господа, империалисты, это не ваш задний двор. А вот Китай включился жестко и публично. В МИД страны заявили, что глубоко потрясены и потребовали от США немедленно освободить Николаса Мадуро и его супругу. Это выглядит как сигнал. История с Венесуэлой перестает быть локальной спецоперацией и быстро превращается в тест на то, кто и насколько готов спорить с Вашингтоном. Не на фронте, а на уровне ультиматумов и союзов. Покровск вроде бы почти взят, но это может оказаться победой, которая ломает не Украину, а саму российскую армию. Институт изучения войны пишет, даже если город в итоге падет, это даст Москве только мелкие тактические плюсы и не гарантирует обвала всей обороны на Востоке. За 20 месяцев наступления россияне продвинулись от Авдеевки к Покровску всего примерно на 40 километров, ценой, которую Кремль старается не произносить вслух. По оценкам аналитиков института, на этом направлении россияне потеряли техники минимум как у 5 дивизий, более 1000 бронемашин и более 500 танков. После масштабных потерь Россия изменила тактику, отказавшись от механизированных штурмов в пользу пехотных групп проникновения. Такой подход позволил продвигаться медленно, но ценой колоссальных потерь. Только в октябре, по оценкам Института изучения войны, россияне захватили около 30 квадратных километров в районе Покровска, потеряв до 25 тысяч военных.
И вот это тревожный сигнал. Если этот шаблон получится повторить против так называемого крепостного пояса Славянск-Краматорск-Трушковка-Константиновка, обороняться станет тяжелее, особенно если будут выбивать дороги и железку. Украина уже останавливала ЖД-сообщение с Краматорском из-за угрозы дронов. Вывод аналитиков Института изучения войны довольно жесткий и прямой. Без усиления противодействия беспилотникам, в том числе на дистанции 60-100 километров от фронта, и без устойчивой западной помощи Кремль не будет заинтересован в реальных переговорах, пока чувствует, что ползет вперед. Балтика становится все опаснее для российских теневых схем. Финляндия впервые показала, что в этом море можно не только наблюдать, но и останавливать прямо на ходу. Речь о корабле «Фитбург». Его задержали после диверсий в Балтийском море. Финская версия проста и крайне неприятна для экипажа. Судно волочило якорь по дну в исключительно экономической зоне Финляндии. Именно так, считают в Хельсинки, был поврежден важный кабель связи с Эстонией. История быстро вышла из разряда морских инцидентов в категорию безопасности. «Фитбург» шел из Санкт-Петербурга в Хайфу с российской сталью, которая находится под санкциями. И этот груз добавляет делу политический вес. Здесь уже не только про якорь и кабель. Операцию провели силы погранслужбы Финляндии. Судно взяли прямо в море. На борту было 14 человек. 2 арестовали. Это граждане России и Азербайджана. Иноагент или тунеядец, твои деньги заберут без твоего ведома. Думаете, штраф просто висит и подождет, пока вы вспомните про него? Нет, теперь все будет по-другому. В Беларуси с 1 января 2026 года включился новый порядок. Долги по штрафам, в том числе и за нарушение правил дорожного движения с камер, теперь могут списывать автоматически прямо с банковских счетов, без полноценного запуска исполнительного производства. Но есть условия. Автосписание возможно, если долг не больше 20 базовых величин. С 1 января это 900 рублей. И у человека нет других исполнительных производств по денежным взысканиям. При этом дают 2 месяца на добровольную оплату. В первый месяц нужно закрыть минимум 30% суммы, во второй погасить все полностью. Если не уложиться, включается принудительное взыскание и добавляется исполнительный сбор 10%. Причем взыскивать могут не только с карты счетов, но и с вкладов, депозитов в небанковских организациях и даже с электронных кошельков. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.